Привет всем! Вы на канале Ирена Адлер. Сегодня видео с очередной распаковкой. Распаковкой я называю свои находки с блошиных рынков. И такое видео я не выкладываю каждый раз после каждого похода на обложку, потому что, во-первых, не всегда я нахожу много украшений, а во-вторых, я стараюсь видео делать качественное, хорошее, а для этого нужно время. Ну и, как всегда, будет много интересного. Будут даже уникальные вещи и вещи, которые я нахожу по крупицам для своей личной коллекции. Поэтому давайте не будем терять время и посмотрим, что же я нашла за последние 3 раза. Ну и, как видите, украшений сегодня очень много. Я их сдвину на край стола, уберу из кадра и буду показывать по одному. Начну я с 2 пар очень крупных клипс. Увидев их в ящике с хламом, можно сказать, я их сразу взяла. Во-первых, сейчас очень популярны крупные украшения. Чем крупнее, тем лучше. Конечно, серьги и клипсы крупные носить тяжело. И эти 2 пары достаточно тяжелые. Здесь стеклянная вставка черная. И очень хорошее, качественно золотое покрытие. Правда, здесь немножко патина, но это все почистится. И вторая пара уже с эмалью. Эмаль в хорошем состоянии, можно сказать, даже в отличном. Клипсы не маркированы никак, но хорошо видно, что они прекрасного качества и в отличном даже состоянии. И стиль 80-х сейчас очень актуален. Следующая пара клипс уже поменьше. Вот такие вот мячики или арбузики, я не знаю. Тоже очень красивые. Для тех, кто уже не любит крупные размеры или кому тяжело носить большие украшения на ушах. Модель очень актуальна, как всегда, и непритязательная. Следующее тоже очень крупное украшение, это колье. Вот такое оно большое, из таких звеньев, видите, знак амперсент. Вот такое, очень эффектное, красивое, я считаю. Хорошее покрытие, несмотря на свой возраст, а я думаю, что ему уже не меньше 20 лет. Позолота, вот это все покрытие полностью в отличном состоянии, без каких-либо изъянов. Колье тоже никак не маркировано. Ну, в общем-то, это не важно, маркировано украшение или нет. Главное, что качество его видно. Дальше пойдут брошки. Вот такая вот квадратная брошь с хелиотисом натуральным. Даже это не брошь, а дресс-клип. Вот. Дресс-клип. Купила я этот дресс-клип, потому что он был очень дешевый. И мне понравилась вот эта натуральная вставка хелиотиса. Следующие 2 броши — это классика чешских украшений. Броши с кристаллами. Одна в сиреневых тонах, другая в таких вот медовых, коньячных тонах. Броши очень красивые, кристаллы крупные, утерь нет, поэтому пройти мимо этих 2 брошей я не могла. Это примерно, думаю, 60-е, 70-е годы. То есть это уже новое производство чешских украшений, послевоенное. А вот эти тоже 2 чешские брошки, такие планочки. Мне кажется, они уже более старые. Возможно, это еще
либо 30-е, либо 40-е годы. Мне они очень, конечно, понравились крупными кристаллами и необычной цветовой гаммой. Видите, здесь такой кристалл малиновый, а здесь кристаллы цвета морской волны, тоже очень красивые. Их можно комбинировать с другими брошами. Вот такие вот броши-планки, они хороши тем, что хорошо поддаются комбинациям. Они непритязательны в дизайне. Следующая находка. Вот такой вот кулон в стиле барокко или рококо, я не знаю, в таком называют еще Royal Style. Почему я его купила? Потому что, во-первых, здесь натуральный родохрозит камень. Это сразу было видно. Ну и предположив, что натуральный камень, возможно, оправлен в серебро за ту цену, которую предлагал продавец, я считаю, что я должна была просто его купить. Ну и мне кажется, что я не ошиблась, потому что вот здесь, видите, я попробовала нанести сюда серную печень, а под серной печенью серебро обычно темнеет, чернеет, то есть покрывается патиной. Пробы здесь я нигде не нашла, поэтому вот таким вот экспериментальным способом я решила, что это серебро. Вот такой достаточно крупный кулон с родохрозитом. И две последние находки того дня были совершенно уникальными. Во-первых, это вот такая шкатулочка. Возможно, это похоже она, конечно, на таблетницу. Вся она вот такая вот черная, очень-очень старая. И увидев вот эту роспись на перламутре, несмотря на то, что здесь она закрыта, тут сразу понятно, что это перламутр. Тем более, что у меня была похожая находка, и сейчас она еще есть в магазине. Это вот такая брошь. Как вы видите, они из одной, скажем так, мастерской. Обе эти росписи на перламутровых натуральных раковинах. И на брошке это видно вот с обратной стороны. Я эту брошь уже когда-то показывала. Это антикварная брошь в серебре. Роспись натуральный перламутр и ручная роспись. Здесь тоже самая такая же техника, только уже в шкатулке. Ну и так как эта брошь у меня была в серебре, то я предположила, что эта шкатулка тоже серебряная. И, конечно же, я попробовала вот серной печенью. Она тоже потемнела, то есть она оказалась действительно серебряная. Ее нужно только почистить. И вот видите, здесь какая-то даже гравировка есть. Когда это все почистится, будет хорошо видно. Вот такая уникальная шкатулочка. Называется, я уже об этой технике рассказывала в одном из предыдущих видео, когда нашла вот эту брошь. Их называют, эти украшения, персидскими, персидской росписью. И часто мотивами в этих украшениях именно являются вот такие национальные какие-то мотивы, такие вот народные, либо японская, либо вот как здесь именно персидские воины на конях, то есть люди. И вот единственная такая брошь, где есть растения. В общем, это два абсолютно уникальных изделия. Ну и последняя в тот день моя находка — это брошь для моей личной коллекции. Тот, кто смотрит мои видео, он уже знает, что я коллекционирую броши Марена. Марена Handarbeit,
Как вы видите, вот здесь вот клеймо, все эти броши позолоченные 14-каратным золотом. Все украшения уникальные. Я не буду повторяться. Я о своей коллекции делала отдельное видео об этой. И эта брошка уже 4-я брошь бренда Myrena в моей коллекции. Бренд это не слишком старый, 80-х годов, но он очень быстро перестал существовать. Не знаю почему. И оставлю ссылку в описании на броши Myrena. Я о них уже рассказывала. Эта брошь немножечко меньше размером, чем те, которые у меня есть. И может быть не такая эффектная. Но здесь, посмотрите, очень красивое стекло художественное. Просто волшебное какое-то, сияет изнутри. То есть я очень-очень рада была, что в свою коллекцию нашла очередную находку. Дальше, следующая поездка моя была на блошиный рынок Вены. Я люблю туда ездить гулять, ну и обязательно с утра захожу на брошку. Там вещей я много никогда не покупаю. Во-первых, там цены уже не такие, как на блошиных рынках Словакии. Ну и не так много там вариантов можно найти за, так скажем, доступную цену. Я нашла, сразу вам покажу, 3 вещи. Эти бусы я взяла просто для производства своих изделий, но потом они оказались настолько классными, что я, видимо, их буду носить сама. Я делала в сторис как-то примерку и показывала вам тот образ, для которого эти бусы просто идеально подошли. Ну и тем более цена, как я говорю, это просто смешная. Вторая находка была в Вене. Это вот такой браслет. Он латунный, но здесь натуральные вставки белого перламутра. Такие браслеты очень хорошо комбинируются с кожаными браслетами, с браслетами из натуральных камней, бусин. Ну и вообще сами латунные браслеты, вот такие бангл, бывают и тоненькие, и толстые. Их можно вместе друг с другом комбинировать. Это очень украшает образы в этническом стиле. Ну и, конечно, не обошлось в этот раз без уникальных находок. Как вы видите, это браслет. Браслет в технике итальянской микромозаика. И он просто великолепен. Посмотрите, насколько мелкие части этой мозаики, насколько она меленькая. И чем мельче мозаика, чем мельче частицы этой мозаики, тем украшение, конечно же, ценнее. И я вам хочу показать, что вот в моем магазине есть еще одна брошь из микромозаики. И вот чем отличаются здесь в броши крупные мозаики, крупные частицы, а здесь вот насколько они меленькие. Браслет абсолютно целый, вообще просто в идеальнейшем состоянии. Ни одна мозаика здесь не утеряна, сколов нет, то есть вот этот цветочный орнамент просто идеален. Ну и скажу, почему еще это уникальная находка. Потому что этот браслет я откопала тоже в такой же коробке, где было вот так вот все в куче перемешано. И цена этого браслета была 1 евро. Вот, так что бывают еще вот такие вот уникальные находки задешево.
Ну и, как вы понимаете, таких охотников за сокровищами это всегда радует. Ну и третий день, третий поход на барахолку ознаменовался тем, что я уже подумала, что уйду в тот день, вообще ничего не купив. Как-то рынок был скуден, и продавцы одни и те же. Ну и, как вы сами понимаете, люди носят на барахолку одни и те же вещи годами. Интересные вещички сразу там находят и выкупают. Вот, поэтому, может быть, и это одна из причин, почему я часто не езжу на барахолку, потому что у продавцов просто не успевает накопиться новые товары. Ну и первое мое внимание привлек вот этот перстень. Он очень крупный. Естественно, я повелась на надпись Dolce & Gabbana. Я не знаю, я такое кольцо нашла, конечно, в интернете. Оно было с коробочками, с мешочками, но то, что это действительно Dolce & Gabbana, я не нашла никаких доказательств, в общем, не знаю, но кольцо очень эффектное. Это мужской перстень. И что самое интересное, размер самого кольца, он небольшой. Я не знаю, возможно, 18, ну максимум 19 размер. Поэтому на большую мужскую руку, такую вот крупную, оно просто не налезет. Ну, либо мужчине такому крупному на мизинец, ну, в общем, не знаю. Ну, украшения Dolce & Gabbana отличаются тем, что они все очень огромных размеров. В этом и состоит их суть. То есть, в принципе, это кольцо, оно выполнено очень качественно, очень хорошо, такое добротное тяжелое кольцо. И оно полностью ложится, в общем-то, в концепцию бренда Dolce & Gabbana. Не знаю, может быть, у них и была такая вещица в какой-то одной из коллекций бижутерии. Следующая находка – это клипсы. Клипсы в стиле Бидермайер. Я уже как-то рассказывала об этом стиле в сторис в Инстаграме. Честно говоря, у этого продавца были еще похожие клипсы, но уже не с синей, а с белой подложкой. Они были очень эффектные. Не знаю, почему я их не взяла. Взяла я их, вообще я собиралась. У этого продавца я вот купила три украшения. Это вот две брошечки, вот такие маленькие. И эти клипсы я взяла, можно сказать, в довесок. Ну, если, возможно, я встречу этого продавца еще, я возьму и те вторые клипсы с белой подложкой. Чем меня привлекли вот эти маленькие брошечки? А тем, что я тут разглядела сразу клеймо. Вернее так, я увидела, что клеймо есть. Не вижу, видно вам в камеру или нет. Вот. Ну а что именно это за клеймо, я уже, конечно, не стала рассматривать и купила эти брошки просто потому, что здесь есть клеймо. Потом, когда я пришла на поезд и ждала на станции, я уже в камеру телефона увидела, что маркировка на этих двух брошках, две буквы PL. Это маркировка австрийских украшений Пьер Ланг. Они существуют до сих пор, отличаются очень высоким качеством позолоты. И у меня такая брошка уже была в виде одуванчика. Она у меня из магазина сразу, можно сказать, улетела. Вот, поэтому эти маленькие брошечки, я думаю, тоже
кому-то обязательно понравятся. Ну и последняя находка того дня — это две броши. Одна вот такая брошь, похожа на траурные украшения конца 19-го, начала 20 века. То есть эти украшения отличались тем, что они были полностью сделаны из черных бусин, черного стекла, черных каких-то вставок. Это, конечно, брошь не антикварная, не 19 век, но очень эффектная. Как видите, вот у нее металл тоже черный. Единственное, что здесь вот портрет дамы. Именно такой портрет у меня тоже когда-то был на более такой крупной броши. Она была вот только вот состояла из такого портрета. Я, если фотографию найду, покажу вам. Вот. Ну, а брошь очень красивая. И вот эти черные вставки из стекла, ее очень можно красиво обыгрывать в каком-то таком готическом стиле. Поэтому пройти мимо нее не могла я. И последняя шикарная находка того же дня — это вот такой листик, или я не знаю, что это, или какой-то фрукт с красивыми квадратными кристаллами, что является очень большой редкостью. Такие кристаллы не всегда бывают в украшениях. Ну и изделие тоже маркировано. Маркировка здесь крафт. Крафт — это украшение американского бренда, основанного итальянцем, выходцем из Италии. Украшения 60-х, 70-х, 80-х славились превосходным качеством. Компания Крафт выпускала украшения, производила и для других брендов, таких как Kenneth J. Lane, Oscar de la Renta. То есть они выпускали украшения и для других брендов, не менее знаменитых тоже. У меня уже была находка в прошлом видео, я показывала вот такие вот клипсы улитки, тоже бренда Крафт. И украшения эти, я еще раз повторю, просто великолепного качества, несмотря на свой возраст, а им, я думаю, уже не менее 30, даже 40 лет. Это украшения в стиле 80-х. И нигде нет абсолютно никаких утрат, ни эмали, ни жемчужин, ни покрытия. Вот такие в этот раз были находки. На этом видео я буду заканчивать. Маленький апдейт после чистки всех этих украшений. Шкатулочку я тоже, конечно, почистила. Она оказалась латунной. Наверное, все-таки это не серебро, хотя вот внутри вроде бы как посеребрение, да. Но то, что наверху перламутр с ручной росписью, здесь чистка на это не повлияла, это видно без всякой чистки, это все-таки осталось. Но шкатулочка, наверное, скорее всего латунная и в лучшем случае посеребренная внутри. Что вы думаете, напишите в комментариях. Ну и традиционно я надеюсь, что это видео вам понравилось. Пишите свои комментарии, я всегда на них отвечаю. Подписывайтесь на канал, если вы у меня первый раз. Мне будет очень-очень приятно. Ну а на сегодня это все. До встречи в следующем видео. Пока!